Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И тема нашего с вами сегодняшнего видео — это прогноз на сентябрь 2025 года для восходящих стрельцов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильный прогноз и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео есть ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс ко мне по ведической астрологии, либо ко мне на составление личного гороскопа. Также обратите внимание, что я пересчитала под каждым видео даты, в которые Солнце было в тех или иных знаках зодиака по ведической астрологии. Поэтому, если вы не знаете точное время своего рождения, вы можете ориентироваться на эти даты, потому что ведическая и западная астрология не совпадают на целых 24 градуса. И еще одна огромнейшая просьба к вам, потому что я впервые в такой ситуации за 2,5 года ведения YouTube очень сильно снизилась активность, просмотры. И я очень прошу вас, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии, что-нибудь, какую-то активность, чтобы видео продвигалось и канал вышел из этого теневого бана. Благодарю вас за то, что вы со мной на канале. И просто напоминаю о том, что ваша поддержка, она всегда очень важна и помогает мне развиваться. Ну и теперь давайте говорить о тенденциях сентября для стрельцов. Сентябрь очень важный, у нас впереди интересные события. Первое событие: с 30 августа по 15 сентября Меркурий выйдет из вашего 8-го дома гороскопа и перейдет в 9-й дом гороскопа. Это такая, знаете, тенденция, если у вас были стрессы, связанные с личной жизнью, либо партнерством, а также с работой и статусом, то они начинают выравниваться. Вообще Меркурий выходит из 8-го дома как хозяин 10-го дома работы и 7-го дома партнерства, то есть как бы улучшает ситуацию в работе и партнерстве в личной жизни, и партнерстве в работе, в бизнес-партнерстве и так далее. Если какие-то волнения были, то они должны уходить на второй план. Но при этом Меркурий начинает создавать другие комбинации. Во-первых, могут быть переговоры, разговоры с отцом, учителем, руководителем. Какие-то, может быть, у вас будут предложения по работе, допустим, вы начинаете там переговоры вести, либо какие-то перспективы обсуждать и так далее. И транзит Меркурия в 9-м доме гороскопа может давать в целом еще выяснение таких информаций, как такой информации, то есть, например, там зарубежное путешествие какое-то отправиться, какую-то туристическую путевку найти, может быть, какую-то учебу подобрать, про духовные вещи больше поинтересоваться, какую-то философию, консультацию какую-то получить. То есть даже по 9-му дому гороскопа, по транзиту я смотрю, что вот люди ко мне даже на консультацию приходят, как бы считайте, что мы обращаемся за каким-то советом, и вам, скорее всего, этот совет нужен будет в сентябре. И еще что по Меркурию, есть тенденция на то, что кто-то может в какие-то новые отношения переходить, пробовать. То есть если вы, например, работаете в одном отделе, вы можете попробовать перейти в другой отдел. Если вы в отношениях, вы можете, допустим, раздумывать, да, у вас может быть такое, раздумывать про какие-то другие отношения. Но я не говорю, что вы 100% должны куда-то перейти, но мысли могут быть такие. Или с партнерами еще ходить к адвокатам, к нотариусам, тоже куда-то за советом. В работе может быть отпуск, перерыв в работе, либо у кого-то из стрельцов даже увольнение, а у кого-то из стрельцов может быть кардинально повышение до уровня руководителя. Ну, тут нету таких очень глобальных тенденций, но для кого-то все-таки такая история тоже может сработать. Тем более, что 7 сентября у нас будет лунное затмение в вашем 3-м доме гороскопа, и это та же самая ось, 3-й, 9-й дом гороскопа. Это и наши навыки, и власть, и авторитет, которыми мы обладаем. Но затмение в 3-м доме, оно у нас еще и про документы. А документы — это контракты, это документы, которые удостоверяют вашу личность. Также затмение в 3-м доме гороскопа может изменить круг общения, как будто бы очень много становится людей, с которыми вы общаетесь. Но так как это затмение, и 3-й дом гороскопа — это дом, где там
другие люди находятся, а другие люди у нас сейчас воспринимаются по раху, то есть они воспринимаются для нас как иностранцы, как чужие какие-то люди, с которыми мы вообще не можем найти общий язык, поэтому могут быть какие-то и в коммуникациях изменения, попытки там понять других людей, попытки вообще разобраться, что к чему. Может быть много коротких поездок. И затмение в третьем доме, вот оно еще может дать, кстати, какое-то начало нового хобби, начало получения нового навыка, также появление друзей иностранцев, у кого-то даже рождение братьев и сестер, но в целом это все может касаться и девятого дома, опять же, вот этой самой власти, либо эмиграции у кого-то, либо учебы, либо перемен в руководстве на работе, которые тоже могут вас касаться. Но про затмение я обязательно запишу еще отдельное видео, где мы подробно поговорим про градусы и чего ожидать. 13 сентября по 27 октября в 11 дом гороскопа зайдет Марс. И есть несколько таких очень важных указаний по Марсу. Во-первых, у вас может быть такое, знаете, борьба за свои достижения, борьба за достижения детей. То есть может быть у детей какой-то важный этап, допустим, там поступление, либо какие-то конкурсы. И вы можете помогать детям активно бороться, либо где-то там несправедливо засудили, и вы идете и разбираетесь, почему там жюри так неправо, а почему они неправильно сделали. То есть какие-то могут быть разборки из-за достижений. Также могут быть ошибки какие-то в начислении там, зарплаты, премии, каких-то платежей, с которыми тоже нужно будет разбираться. То есть будут какие-то финансовые по Марсу в 11 доме гороскопа. Ну, я не могу сказать, что вы прям там ругаетесь, да, но какие-то необходимость разборок, все-таки каких-то выяснений будет. И это не обязательно, что вы там в конфликт вступаете, просто может быть какая-то ошибка, из-за которой нужно будет разбираться. Но еще есть тенденция на то, что, кстати, еще и по вашей учебе тоже может быть такое, что вы, например, там должны получить диплом, сертификат какой-то, вот я не знаю, что-то такое, и вы идете и разбираетесь, почему вы мне не даете вовремя, там, почему задержка, почему аж с ошибкой имя написано, какие-то вот такие терки, грубо говоря, которые по сути просто из-за какой-то невнимательности, из-за какой-то ошибки могут создавать у вас такой эффект задержек и препятствий. Также Марс в 11 доме гороскопа может указывать на такое, знаете, в каких-то сообществах вместе объединяться для какой-то борьбы. Даже может быть еще такой результат, что если вот у вас есть дети, то вы, например, можете вести детей, группу детей на какое-то соревнование, либо в какое-то путешествие. Вот такие вот какие-то истории по Марсу, по соревнованиям, на какой-то, может быть, конкурс или на какое-то занятие, где из глины лепят, то есть еще физическая такая активность, но именно в группах людей. И еще Марс дает большие расходы и какие-то крупные покупки. У кого-то из стрельцов даже может быть большие расходы на недвижимость. А также могут отъезжать куда-то друзья, то есть разлуки с друзьями, какие-то волнения из-за друзей, из-за детей. Ну, именно вот эмоциональное такое время, когда вы будете из-за друзей, из-за детей, может быть, получать и испытывать сильные эмоции. С 14 сентября по 9 октября в ваш 9 дом гороскопа зайдет Венера. Кстати, вот этот транзит Венеры по 9 дому гороскопа, несмотря на то, что Марс будет в 11 доме гороскопа, он в целом у вас неплохую финансовую комбинацию создает, то есть да, на повышенный какой-то доход. Но при этом Венера еще будет соединяться с Кету в какое-то время, и тоже может быть такое, что вы вот прям знаете, и по Марсу этому в 11 доме, и по Венере с Кету, как будто бы вы недополучаете. То есть вы вроде бы должны получить каких-то много денег, но вы как будто бы недополучаете, и вам нужно идти и разбираться. Допустим, Венера может указывать на то, что вы идете и разбираетесь к руководителю, опять же, или к учителю своему, там, почему вы посчитали мне так стоимость занятий, или к тренеру какому-то идете, которого тоже там спрашиваете, почему мне присудили там не золотую медаль, а серебряную медаль. Вот какие-то такие истории. Но при этом еще Венера в 9 доме гороскопа формирует комбинацию на то, чтобы
может быть, немножко хобби каким-то заняться, какие-то любовные переписки тоже могут быть, необходимость проявлять обаяние по отношению к отцу, учителю. То есть не просто в наглую идти, а вот с помощью какого-то обаяния и дипломатии пытаться решать вопрос. Также это может быть решение вопросов по финансам, либо каких-то спорных вопросов в госорганах, тоже с помощью обаяния и дипломатии, или решение вопросов, касающихся автомобилей, касающихся каких-то отношений, партнерства и так далее. 15 сентября Меркурий будет идти по вашему 10-му дому гороскопа. Меркурий будет идти по собственному знаку. Очень хорошо. Это укрепляет 10-й дом, дом работы, дом статуса. Укрепляет 7-й дом, дом партнерства, брака и личной жизни. В целом и в 9-м доме гороскопа Меркурий тоже укрепляется, дает такую комбинацию хорошую в 10-м. Транзит Меркурия по 10-му дому гороскопа дает получение статуса через партнерство, статуса команды получения. То есть, например, вы работаете в отделе, этот отдел получает какое-то наименование или, допустим, входит в какой-то состав. То есть может быть какая-то перемена в том отделе, в той группе людей, в коллективе, в котором вы работаете. Также это может быть у кого-то и регистрация брака, или помолвка тоже у кого-то из стрельцов может быть по этому транзиту Меркурия. И в целом ваши партнеры могут каким-то образом оказывать влияние на вашу работу, на ваш статус в период транзита, а также это тенденция на то, чтобы выяснять про то, как, например, там, получить пенсионное удостоверение, получить визу, как получить визу, или, например, визу получить через партнера. Также это может быть период, когда вы как курьер такой, как представитель своей компании, очень много перемещаетесь, очень много говорите по работе, очень много общаетесь. Либо кто-то может тоже искать работу даже в этот период, когда Меркурий будет идти по 10-му дому, потому что это как будто бы такой рассказ о своих достижениях, о своих заслугах, необходимость рассказывать, делиться о том, что вы умеете, какие у вас навыки. А с 16 сентября по 17 октября в ваш 10-й дом гороскопа зайдет Солнце, и Солнце проясняет какие-то вопросы, связанные с работой, статусом, карьерой, репутацией, либо вот с документами такими типа визы, вида на жительство, пенсионное удостоверение, свидетельство о браке и так далее. Транзит Солнца по 10-му дому гороскопа вообще обычно это хорошее время для поиска работы, если для вас это актуально. Возможно, для выхода на работу, как бы ваше появление такое, знаете, феерическое. Но еще здесь указание есть на то, что ваш руководитель может очень сильно влиять на результаты вашей работы, либо на ваш статус в сентябре. Также Солнце может давать тоже, опять же, перемену какую-то в работе, перемену в статусе. Например, были безработным, стали с работой, сидели дома, вышли на работу, либо не было детей, родили ребенка. Вот какие-то перемены в статусе. Статус любой у нас может быть. Не были бабушками, дедушками, стали бабушками, дедушками, это тоже перемена статуса. И 21 сентября будет последнее событие сентября, это солнечное затмение. И опять же, оно будет в вашем 10-м доме гороскопа, но солнечное затмение в этот раз будет такое интересное, потому что фактически оно у вас в 10-м доме гороскопа, но ось Раху и Кету, которые тоже участвуют в затмениях, будет 3-й, 9-й дом гороскопа, поэтому солнечное затмение может давать события и по 10-му, и по 9-му дому гороскопа. Это опять же перемены в работе, перемены в статусе, в карьере, но и какая-то власть. У кого-то это может быть поступление на учебу, эмиграция и так далее. Но про затмение я обязательно запишу отдельное видео, и как мы помним, затмение дает результат до полугода. То есть это не значит, что день в день у вас случится все, но какие-то события могут завязаться, которые повлияют в дальнейшем на вашу жизнь и именно вот на вашу реализацию, карьеру, либо на ваш какой-то статус. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на сентябрь 2025 года для восходящих стрельцов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока!